Здорово, народ! Я тут подготовил для вас обзор еще одного сервера по Perfect World, Rough Games PV. Так давайте же не будем тянуть. Крепко возьмемся за его упругие ягодицы, раздвинем в стороны, с головой залезем в прямую кишку сервера и посмотрим, что там есть жидкого. Версия игры 1.5.5, а это значит, что в названии есть 3 цифры. 6 раз 12 классов. Однако расе теней сделали обрезание и лишили пассивок, что меня очень огорчило. А еще у меня вопрос. Почему в меню выбора класса воин и оборотень выглядят так, будто их создавал обкуренный нарик, предварительно еще закинув просроченный насвай себе под ноздрю? Но это уже мелочи. При старте у нашего персонажа уже 101 левел и статус благочестивый, то есть 79-я уважуха уже сделана. Наш карманный сундук пока пустой, но админ, конечно же, не оставил нас без подгонов на старте. Забираем все из этого светящегося пакета и получаем... Нихуя себе, блять! А мы-то много чего получаем, выходит. Тут стиль, модное оружие, ездовой маунт, полет, неиссякаемая руна переноса, которая вдобавок еще и не имеет кулдауна, бесконечные хирки на хп и мп, бесконечная карта жизни, сборник цитат, пельмени, атлас, сфера алхимика, сет карт Б-грейда, диск и метеориты для крутки статов, пилюли для чакр, ТП в город, броня на 85 уровень, оружие, бежа, 8 камни. Я ебу Алибабу, и это все сразу после создания чара. Вкусно, сочно, жидко, как я уже говорил ранее. Да, большинство предметов на время, что-то на неделю, что-то на месяц, но тем не менее, этого времени вполне достаточно, чтобы развить персонажа. Далее нам нужно пройти уважуху на выбор культивации, а дальше делайте что вашей душе угодно. Концепция сервера PvE-PvP, так что оба комьюнити найдут здесь контент по вкусу. Помимо подгонов, что нам дают на старте, склад и гардероб расширены до 8 ячеек, инвентарь до 80 ячеек, а список заданий до 30. Что касается финала, максимальный уровень 105 и 2 перерождения, камни на 3 ПА ПЗ и 12 телосложения, финальные камни для бижутерии 32 БД и 2 ПА ПЗ. А из снаряжения R8-R2, R9-R2, пуха на 70 ПА и РЦГД. Кстати, для 9 ранга нужно 500к репутации вместо 300. Что касается рейтов, то после первого перерождения опыт X2,5, дух X1, дроп X2, монеты X2. После второго перерождения опыт X3,25, дух X1, дроп X2, монеты X2. Рейты на квесты все по X1, дух X2, дроп с Xов X1, но зато они открываются в одно рыло и без пулематериала. У меня член дернулся. Очки престижа и подвигов в Марае, а также башня Будды X2, копка сырья и травы X3, X4. Как повезет. Ну а прочие рейты сможете почитать подробно у них на сайте, ссылку я оставлю в описании. Несмотря на то, что это 1.5.5 версия, дома здесь нет, и весь связанный с ним контент тоже вырезан. И правильно, если я захочу поковыряться в доме, я пойду в Sims играть, а не в ПВ. Кроме скиллов. Ульты из дома оставили. Также тут отсутствует игровой бот. Твиноводы, привет. Мгновенная доставка почты, а в ник и название клана можно вписывать до 15 символов. Время удаления персонажа сокращено до 12 часов, так что если вы создали кривого выкидыша, его можно будет быстро удалить и освободить место. А время отвязки джина сокращено до 30 минут. Ах да, я же еще хотел вам кое-что показать. Какого хуя? А такого. 89-я уважуха делается не в данже, а прямо тут. Всех РБ, нужных по квесту, вытащили в деревне и сделали механику, как у простых мобов. Всех их можно застанить, и даже от земли танка они отлетают. Это прикольно. Так вот о чем я хотел сказать. Заточка, вплавка камней, почта, банк, добавление ячеек, камни душ, вплавка в бижу, очистка снаряжения. Все это находится прямо у вас в жопе. Ладно, шучу. Конечно же в инвентаре. Ну и в жопе что-то есть. А что еще мне тут понравилось, так это то, что тпшиться в любой данж можно с помощью любой руны переноса. И то, что чи можно набивать сидя в медитации. По 20 чи в секунду капает. Для барыг тоже есть приятная новость. При усиленном выходе из игры сидя в коте, он остается сидеть. То есть присутствуют офлайн коты. Хватит облизывать монитор, животное. Даже однополые браки есть. Так что если ты пидор или играешь за мага,
то можешь взять своего другана, засунуть пенис ему в зад и пойти нахуй. И это еще не все. Да, этот проект наделал кучу изменений в данной версии. Свадебные конфеты не дают репутацию, а R9R можно крафтить сразу за БД монеты в печках битвы династий. Кстати, о битве династий. Она доступна только без пати. Любители пинать толпой, сосите яйца, шакалы драные. Продолжительность всего удовольствия 1 час. Я про сосание яиц. Ну и БД тоже. Для обладателей слабой нервной системы и повышенной температуры в заднем отверстии полностью упростили куб. А волчонок вдобавок каждый день дает не 1, а сразу 2 знака испытаний. Да еще и 100 репутаций на чай подкидывает. На западе города драконов стоит NPC-монополист-отшельник, у которого можно фишки обменивать на репутацию и наоборот. Тут же у алхимика можно купить яшмы со 2 по 5 уровень, что упрощает выполнение ежедневного квеста. Ах да! Еще за яшму дают репутацию. Обмен на меч летнего ветра требует не 9999 фишек, а 2999. Вдобавок, количество мечей, необходимых для создания R9, уменьшено в 2,5 раза. Уф, как же сочно. Еще и длительность пропуска в Уфе увеличили с 15 до 20 минут. Актуализировали город Иния. Мало того, что он открывается теперь в соло, так еще с сундука и финал РБ дропаются 9-е камни. И шанс выпадения грин или голд оружия с РБ также увеличили. Гошики всегда были очень лакомым кусочком на стадии прокачки. А на Rav Games это не просто лакомый кусочек, а жирный ошметок, от которого даже ты растолстеешь. Во-первых, за full цепочку в конце вы получите не только платину на хп, а еще и 1000 репутации и 5 RAV коробок. Что с них может выпасть, вы сейчас видите на экране. Дроп очень уж жирный. Плюс ко всему этому 15 миражей и 1 веселый подарок. А во-вторых, на протяжении всей цепочки гошиков вы будете получать миражи и репутацию. А как насчет контента повыше? Серебряной цитадели, например. В режиме Сын Тирана количество СЦ монет увеличено в 2 раза. Вдобавок к этому плюс 1000 репутаций и 600 тысяч юаней за финального босса. А в режиме Принцесса Лян Цзы 1500 репутаций и 1 миллион юаней. А еще возможность потеребить ее изюмчик. Но это уже по желанию. Даже мастер и магистр подверглись изменению. Во-первых, в награду добавлены юани за убийство каждого босса. Во-вторых, в дропе с грибов вырезали ненужные яшмы и оставили только камни. И в-третьих, время респа мобов уменьшили в 2 раза. А это значит, что в магистре теперь придется сидеть не до старости, а всего лишь до седины на лобке. И я могу рассказывать про этот сервер еще примерно часа 4. Настолько много здесь особенностей, причем прикольных и в большом количестве. Для тех, кто хочет детально ознакомиться со всеми рейтами, изменениями и особенностями проекта, я оставлю ссылку на данную информацию в описании. И ссылку для регистрации тоже, разумеется. Иначе, как вы начнете тогда играть, верно? Давай поиграем. Чё-то не хочется. Почему ты всегда такой грустный? У меня гвоздь в анусе. Не, ну пассивку теням я точно не прощу. Я такой злой за удаление пассивки. Ты и так всегда злой, баран. Съебал с кадра! Я этого так не оставлю. Вы зря меня разозлили. Как только я выйду из своей квартиры лет через 10, первому же попавшемуся ребенку так втащу с ноги. Посмотрим, как вы потом запоете без пассивок. Как уберечь детей от наркотиков? Такие глупые вопросы, Ужасные. блядь. Пиздить, вы понимаете? Если маленький пиздить, если большой убить нахуй, блядь. Можно ли... Сейчас сервер находится на стадии ОБТ. Понимаете, что это значит? Вам не придется гнаться за одетыми и переточными чарами. Вы можете залететь на старт сервера и сами стать этим чаром и пиздить потом слабых, чтобы самоутвердиться за их счет. На, сука! На! Ты вот ты меня обидел! Почему? Иди, сука, спать! Открытие состоится 15 октября в 18:00 по московскому времени. И если тебе понравился мой обзор, то прямо сейчас встань со стула и перни в монитор, чтобы я четко понял, что ты оценил мои старания. В сторону лайка тоже можешь пернуть и понюхать кнопку подписки. Всем пока и удачи на Rav Games PV.